Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать очень интересную шапочку. Вяжется просто. Использовать буду два узора. Это узор резиночка 1 на 1 и узор со сложными столбиками. Все мы с вами обязательно разберем. Крючок 4,5, пряжа у меня двух цветов, 240 метров в 100 граммах, полушерсть. Вы можете использовать любую пряжу любого цвета. Присоединяйтесь. И прежде чем приступить к выполнению нашей шапочки, обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину 2 петли. Вы набираете любое количество петель. В моем случае это 74 петли. Но количество петель должно соответствовать обхвату вашей головы. Напоминаю, четное количество воздушных петель набираете. Смотрите, резиночка у нас раппорт в ширину 2 петли. Основной узор раппорт в ширину 2 петли. В резинке раппорт в высоту 1 ряд. В основном узоре 2 ряда. Мы с вами все это сейчас разберем. Выполнять я буду небольшой образец, на котором мы все с вами рассмотрим. И напоминаю, в моем случае я набрала 74 воздушные петли. Для образца я выполню 30 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняю цепочку 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, пока моих петелечек воздушных не будет 30. Напоминаю, что я выполнила цепочку из 30 воздушных петель. Перед тем, как замкнуть кольцо, я обязательно проверяю, чтобы моя цепочка не была перекручена. Ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Для шапки я набирала 74 воздушные петли. Вы набираете любое четное количество воздушных петель, которое соответствует обхвату вашей головы. Далее я выполняю первый подготовительный ряд. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, и в каждую петлю я выполняю по одному столбику с накидом. Вот таким образом. Накид и столбик с накидом. Так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение ряда столбиков с накидом, ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную, подтягиваю хорошо. Это подготовительный ряд, как я уже говорила. И теперь приступаем к выполнению первого ряда резиночки. Смотрите, я ввожу крючок вот таким образом, обхватываю мои петли подъема и выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, и вокруг следующего столбика выполняю выпуклый столбик с одним накидом. Накид, вогнутый столбик с накидом, накид, выпуклый столбик с накидом, накид и вогнутый. Видите, да, вот таким образом обхватываем, и все очень просто. Выпуклый и вогнутый. Так мы с вами выполняем наши рельефные столбики до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда резинки. Это основной узор, напоминаю. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю. И обращаю ваше внимание, что видите, перед завершением у меня выпуклый столбик с накидом. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Точно такой же ряд я показываю еще раз, как выполняется. Обхватываю петли подъема
выполняю вогнутый столбик без накида. 2 воздушные, накид, и над выпуклым столбиком мы выполняем выпуклый столбик. Над вогнутым выполняем вогнутый. Накид, выпуклый, или его еще называют лицевой, и вогнутый, его называют изнаночный. Вообще такие столбики называют рельефными. Выпуклый и вогнутый. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Подтягиваю. Мой круговой ряд завершен. И так вы продолжаете выполнять резиночку на необходимую вам высоту. Прежде чем продолжить нашу работу, я хочу показать, опять же, мое готовое изделие. Смотрите, резинку вы можете сделать на 4-3 ряда. Все зависит от вашего желания. В моем случае это 7 рядов вместе с подготовительным рядом. Я остановлюсь на этом этапе и теперь покажу выполнение основного узора. Основной узор раппорт ширину 2 ряда. Это ряд столбиков с накидом и сложные столбики. И раппорт в ширину 2 петли, как в нашей резиночке. Мы с вами рассмотрим сейчас выполнение основного узора нашей шапочки. И еще раз повторюсь, резинку вы можете выполнить по высоте, ну, скажем так, на ту высоту, на которую вам захочется. И как я уже ранее сказала, мы с вами приступаем к выполнению основного узора. Первый ряд это столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, накид, и в каждую вершинку я провязываю по столбику с накидом. Выполняем. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда столбиков с накидом. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку, выполняю соединительную, подтягиваю. И приступаю к выполнению второго ряда основного узора. Начинаю выполнение опять же с вогнутого столбика без накида. И 2 воздушные петли подъема. Далее очень внимательно накид на крючок, и я над следующим столбиком выполняю незавершенный столбик с накидом на воздушной петле. Смотрите, я провязываю воздушную петлю и далее выполняю столбик с накидом незавершенный. Накид на крючок, и теперь я ввожу крючок в эту воздушную петлю и выполняю незавершенный столбик с накидом и общая вершинка. Накид на крючок и далее над следующим столбиком вогнутый столбик с накидом. И давайте еще раз повторим выполнение нашего сложного столбика. Накид, ввожу крючок и незавершенный выпуклый столбик, патентный или на воздушной петле. Воздушная петля и незавершенный столбик. Накид. Далее ввожу крючок в воздушную петлю. Незавершенный столбик с накидом. И общая вершинка. И вогнутый столбик с накидом. И еще раз немножко быстрее сделаю.
воздушная петля, незавершенный столбик, накид, воздушную петлю, незавершенный столбик, общая вершинка. И таким образом мы с вами будем выполнять до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего кругового ряда. И напоминаю, это второй ряд раппорта в высоту. И раппорт в высоту у нас 2 ряда. То есть это второй, можно сказать, последний, да, ряд раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю. И давайте еще раз посмотрим. Наш раппорт в высоту основного узора 2 ряда, 1 и 2. Ряд столбиков с накидом и ряд сложных столбиков. И я начну выполнение следующего раппорта в высоту. Далее вы продолжите самостоятельно. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема, накид на крючок и выполняю столбики с накидом. Вот таким образом в каждую вершинку я выполняю по одному столбику. Так я выполняю уже полотно на необходимую мне высоту. Мы с вами выполнили ровное полотно нашей шапочки, и нам остается посмотреть размер. Получилось 17 сантиметров. Мне этого достаточно, и я могу приступить к выполнению донышка. Я приступаю к выполнению первого ряда донышка и обращаю ваше внимание, что мое ровное полотно, видите, я закончила рядом сложных столбиков. По узору мне теперь нужно выполнить столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема, накид на крючок. Далее выполняю 1 столбик с накидом. И далее 2 столбика с общей вершинкой выполняю. Первый столбик, второй и общая вершинка. Далее я буду чередовать 2 столбика ровно, 1, 2 и 2 столбика с общей вершинкой. 1 и 2. Продолжаем. 2 столбика ровно, 1, 2 и 2 столбика с общей вершинкой. 1 и 2. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего первого ряда донышка. И обращаю ваше внимание, что у вас может не совпасть именно вот чередование, да, 2 столбика с общей вершинкой, а потом 2 столбика ровно при завершении ряда. У меня не совпало тоже, чтобы получилось симметрично, поэтому я в этом случае добавила просто 1 столбик, видите, перед завершением. Далее сделала 2 столбика с общей вершинкой и выполняю 1 столбик, ввожу крючок в 3-ю вершинку, в 3-ю воздушную, точнее, петелечку подъема и выполняю соединительную, подтягиваю. И вот уже видно, да, наши сокращения, видно формирование донышка. И мы с вами сохраняем наш узор. Второй ряд у нас будут сложные столбики. Как мы это делаем? Смотрите, я ввожу крючок, как и ранее, выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, и над следующим столбиком выполняю сложный столбик. Все точно так же, как мы с вами выполняли ранее. Общая вершинка. Далее накид на крючок, и мы видим, вот у нас 2 столбика с общей вершинкой. Мы обхватываем и выполняем над ними вогнутый столбик.
накид. Далее над следующим столбиком у нас идет сложный столбик. То есть в основном узоре, да, мы чередуем вогнутый столбик и сложный, выпуклый. Мы так и продолжаем с вами выполнять этот ряд. Вогнутый столбик, накид. И вот смотрите, здесь у нас с вами попало, что мы будем выполнять сложный столбик над двумя столбиками с общей вершинкой. Для того, чтобы было красиво и аккуратно, мы берем и захватываем только один второй столбик. Вот таким образом. И выполняем наш сложный столбик. И продолжаем работу. Накид, вогнутый. Далее опять выпуклый, сложный. Я немножко быстрее буду и хочу показать, как мы просто продолжаем. И вот смотрите, опять у нас с вами вогнутый над общей вершинкой. Далее сложный. Ну, то есть ничего сложного, просто вы чередуете. Видите, да? Давайте еще выполним. Вогнутый. И опять вот наши два столбика. Мы берем только, захватываемся только за второй столбик и выполняем с общей вершинкой наш сложный столбик. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение второго ряда донышка. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. И могу приступить к выполнению третьего ряда. Третий ряд — это тоже столбики с накидом. И как я выполняю? Раз, два, три воздушные петли подъема. И далее у меня два столбика с общей вершинкой. Первый столбик незавершенный, второй и общая вершинка. Далее столбик с накидом. И далее два столбика с общей вершинкой. Раз, два. И далее опять один столбик. Далее два столбика с общей вершинкой. Все очень просто. Так мы с вами вяжем, чередуя, до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда донышка. Обращаю ваше внимание, что мы с вами чередовали столбик с накидом и два столбика с общей вершинкой. В конце ряда у нас несовпадение небольшое идет, и я завершила выполнение, выполнила два раза по два столбика с общей вершинкой. И далее я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И следующий, четвертый ряд, это сложные столбики. Я, как и ранее, выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема и выполняю сложный столбик. Принцип мы используем точно такой же, как использовали ранее. То есть, если у нас 2 столбика с общей вершинкой, я захватываю только один столбик. Вот таким образом. И выполняю наш сложный столбик. Мы уже его неоднократно вязали, поэтому я выполню быстро. Далее у нас вогнутый. Вновь выпуклый. Помним, да, захватываемся только за один столбик. Выпуклый столбик у нас сложный, вогнутый и так далее. Так мы с вами продолжаем выполнение нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 5-го ряда нашего узора. 5-й ряд донышка. Вот видите, да? Хорошо видно. И здесь мы тоже с вами поимпровизируем. Нам нужно, чтобы завершили мы ряд
сложным столбиком выпуклым. Поэтому по узору я сделаю вот таким образом. Смотрите, один вогнутый столбик и второй вогнутый столбик незавершенный и общая вершинка. И завершаю уже выполнение я сложным столбиком. Вот таким образом мы с вами сохраняем наш узор. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, видите, да? Провязали, хорошо подтянули. И напоминаю, что 4-й ряд донышка у нас с вами готов. И мы можем приступить к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд это у нас столбики, опять же, с накидом. Мы их будем делать с общей вершинкой. Я выполняю 2 воздушные, накид и столбик с накидом. Далее 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2. Далее 1, 2 и общая вершинка. И опять 1, 2 и общая вершинка. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 5-го ряда. Я ввожу крючок. Обратите внимание, пропускаю петли подъема и ввожу крючок в вершинку столбика с накидом. Выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. И приступаю к выполнению 6-го ряда моего донышка. Я обхватываю, смотрите, вот петли подъема, столбик, выполняю вогнутый столбик без накида. Далее очень внимательно 1 воздушную петлю подъема. Далее накид на крючок и выполняю далее сложный столбик. Вот таким образом все точно так же, как мы с вами выполняли ранее. Да, здесь ничего сложного. И далее мы будем выполнять вогнутый столбик с накидом, незавершенный и сложный столбик. Будем выполнять их с общей вершинкой. Вот я выполнила, видите, вогнутый столбик. Далее выпуклый сложный столбик наш с вами. Все мы выполняем с вами незавершенное. Видите? И теперь все петелечки на крючке я провязываю вместе. Вот таким образом. Далее опять вогнутый столбик незавершенный. Накид и наш сложный столбик незавершенный. И общая вершинка. Так я выполняю до конца моего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 6-го ряда нашего донышка. Видите, донышко практически готово. Очень внимательно я ввожу крючок в вершинку сложного столбика, выполняю соединительную и хорошо-хорошо подтягиваю. Смотрите, у нас совсем маленькое отверстие осталось. Можно взять иглой и по изнаночной стороне стянуть. Но я люблю еще выполнить столбики без накида. Буду выполнять по 3 столбика с общей вершинкой. Первый столбик у меня заменен воздушной. Я подтягиваю хорошо. Далее первый незавершенный, второй и общая вершинка. И хорошо-хорошо подтягиваю. Далее первый незавершенный столбик, второй, третий. И опять же провязываем общую вершинку и хорошо-хорошо подтягиваем. И у нас с вами остается, видите, 3 еще столбика. 1, 2, 3. Общая вершинка. Я хорошо подтягиваю. И теперь смотрите, я буду вводить крючок в вершинку вот моего вот этого первого столбика. Я с изнаночной стороны немножко подтянула, чтобы было удобнее.
ввожу крючок, вершинку, да, и хорошо подтягиваю. Далее я выворачиваю на, видите, практически вообще нет дырочки у нас с вами, отверстие точнее. Я ниточку обрезаю, выворачиваю на изнаночную сторону и все равно иглой еще подтягиваю хорошо мое отверстие. Мы с вами по изнаночной стороне, обращаю ваше внимание, все подтянули, убрали нить вдоль полотна иглой. И теперь я могу, вот изнаночная сторона, кстати, у нас такая, давайте посмотрим, видите. И теперь я выворачиваю нашу шапочку. И нам остается с вами, давайте донышко посмотрим по лицевой стороне. Видите, все аккуратненько у нас с вами красиво получилось. И нам остается только при желании обвязать край изделия рачьим шагом. Давайте посмотрим, как это сделать. Я ввожу крючок в воздушную петелечку, захватываю нить. Я более темную нить взяла, да, с которой начинала выполнение резиночки. Воздушная. И рачий шаг — это столбик без накида, выполненный в обратном направлении. Я ввожу крючок, вот, предыдущую петлю и провязываю. Ввожу крючок и провязываю. Аккуратненько, так не спеша, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Вводим и провязываем. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда обвязочки рачьим шагом. Я ввожу крючок, захватываю 2 нити, моя рабочая петля, протягиваю и вытягиваю нить. Хорошо подтягиваю. Вот такая аккуратная, красивая у нас с вами обвязка получилась, видите. Нить мы убираем вдоль полотна и посмотрим на готовую нашу шапочку. Давайте посмотрим на наш размер. Видите, в свободном состоянии это 23 сантиметра, где-то 23-24. Ну и мы знаем, что наша резиночка хорошо растягивается, видите, до 26-28 сантиметров. Очень эластичная получается. 26-28 умножаем на 2, это 56-58 сантиметров. И видите, 22, можно сказать 22,5-23 сантиметра. Вот такая шапочка у нас с вами получилась. И теперь посмотрим, как она на манекене смотрится. Итак, наша шапочка смотрится на манекене. Видите, вот наше красивое аккуратное донышко, которое мы с вами выполнили. Шапочка глубокая получилась. Вяжется достаточно просто. Вот такая у нас с вами шапочка. Интересным узором получилась. Но в то же время несложная. Присоединяйтесь. Я думаю, что справится даже начинающая рукодельница. Вяжется быстро, буквально за день вы такую шапочку свяжете. До новых встреч, творческих вам успехов. Обязательно, кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите в комментариях, что у вас получилось. Получилась ли шапочка, может вы где-то в другом изделии использовали такой необычный узор.